Предлагаю вам вот такие интересные пинеточки. Уже на малыша-бегунка, потому что подошва уже, видите, какая уже большие пинетки. Нежно-голубого цвета и как дополнение темно-синий цвет. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Сегодня предлагаю пинетки для малыша, которые умеют бегать. Я их сразу замерю. 12 сантиметров по подошве, пяточка 4,5, пальчики 6, почти 6. Задняя часть, то считать от верхней точки до синего канта 5 сантиметров. С передней стороны 4,5, глубина мысика 4. Ширина 5, высота бортика 2 сантиметра. Вот такие ботиночки я вам сегодня предлагаю. Если у вас есть желание, можете оставаться вместе со мной и вязать вместе со мной, а я начинаю. Буду я вязать пряжи голубого цвета. Сложила ее в 2 нити, так как она тонковатая. В 50 граммах 205 метров. Для окантовки взяла нитку синего цвета. Понадобится совсем немного. Это на нижний кант, на шнурок и на верхнюю часть окантовки. Крючком буду вязать 2,5 от Inox. Крючком меньшего размера буду подбирать тонкие петли, убирать хвостики, прятать хвостики и так далее по надобности. 2 маркера для того, чтобы разметить центральную часть пинетки. На каждую сторону, на каждый ботиночек мне понадобится 4 цветных люверса. Люверсы металлические, цветные, темно-синего цвета, под цвет как раз. На 5 мм. Под люверсы мне понадобятся щипцы специального размера. Вот именно под размер 5 мм. Это у меня универсальные щипцы, поэтому они подходят практически под все размеры, если совпадает вот эта внутренняя часть. Ножницы и фетровая стелька. Фетровая стелька будет располагаться между 2 стелечками, внутренней и внешней. Подошва у меня уже связана. Состоит она из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. Чтобы подошва была более-менее толстая, я сделала их 2 и плюс прослоечка внутренняя будет располагаться. Это вот таким образом, как слоеный пирог. Вязание такой подошвы вы можете посмотреть на моем канале. У меня их несколько видео. Самое последнее видео называется «Эксперимент» на основе вязания подошвы из 17 воздушных петель. Так как у меня 2 подошвы одинаковые, роли не играет, с какой подошвы я начну вязать, поэтому я одну убираю в сторону, а с другой начинаю вязать. Первый ряд у меня будет нулевой ряд. Сначала намечаю середину, с пятки я начинаю вязать, разворачиваю на другую сторону, изнаночной стороной, вот видите хвостики, вкалываю крючок в рядом стоящую петлю, вот таким образом, чтобы образовался уголок. Провязываю 2 петли вместе, поперечные, закрепляющая, воздушная петля. И та вторая петля, которая была второй, станет первой, а рядом стоящая вторая петля. Вторая петля станет первой, рядом стоящая будет второй. И так далее. Вот посмотрите, получается бортик. Этот бортик как раз дает возможность 90 градусов, очень хорошо смотрится, и открытые петли. Вот с этой стороны открытые петли, которые я буду впоследствии задействовать для того, чтобы привязать вторую подошву. И вот эти открытые петли, которыми я буду вязать бортик. И я провяжу до конца этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, бортик готов. Остается последняя петля соединительная, закрепляющая. И я начинаю вывязывать теперь основной бортик. Вот посмотрите, это мини-бортик или нулевой бортик. Основные ряды будут провязываться столбиками без накида. И в общем количестве их будет 5 рядов. Первые 4 ряда будут вязаться без изменения. Столбиками без накида, без убавлений и без прибавлений. Вот так. Я провяжу самостоятельно и покажу вам 5-й ряд. Вот 4 ряда высоту связала и начала 5-й заключительный ряд моего бортика. Я маркерами отметила центральные 20 петель. Петли под маркерами участия в работе не играют. Осталось мне довязать тут немножечко. Маркер снимаю. Петлю под маркером провязываю столбиком без накида и со следующей петли начинаю убавлять. За переднюю часть, за переднюю долю петли первый раз и второй раз вторая петля. Вот таким образом. Провязываю вместе столбик без накида.
Интервалы между убавлениями петель будут 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Следующее убавление точно таким же способом. Также интервал между убавлениями будет 4 петли. Мне нужно сделать 4 убавления. 2 убавления я сделала и 2 убавления сделаю самостоятельно и провяжу до конца этого ряда, и бортик у меня будет готов. Я покажу вам следующий этап работы. Ну вот, я связала бортик. Состоит он у меня из 5 рядов. 5-й ряд был убавление. За счет убавлений появился вот такой закругленный мысик. Маркерами я отметила центральные 32 петли. Петли под маркерами в работе не участвуют. Это значит, у меня 32 петли от маркера до маркера. Мыс у меня будет состоять из 8 петель. 32 минус 8 будет 24. 24 поделить на 2, это будет 12. На каждую сторону и на продвижение мыса будет по 12 петель. Итак, вязание начинаю с 13 петли. 2, 4. С 13 петли. Вязать я буду за полную петлю, за 2 доли. Вторая, 7 и 8. Первые 8 петель я провязала. Для того, чтобы быть уверенной, что я на середине и что впоследствии не распускать или чтобы не перекосило вязание, я всегда проверяю, чтобы на второй стороне было также 12 петель. Все правильно, 12 петель. Продолжаю вязать. Следующие 2 петли соединительные. Первая соединительная петля и вторая. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязать со второй петли. 1, 2, 8 и 9. Новая петля. С другой стороны крючок ввожу таким образом, чтобы гриф был от меня. Вкалываю крючок, подбираю нить, забираю ее, первая соединительная петля и точно так же вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Так как я прибавляю петли, я буду вязать со второй петли. 1, 2, 9 и 10. Прибавилась еще одна петля. Я планирую мыс сделать 12 петель. Это значит, мне нужно прибавить еще 2 петли. Я сделаю это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я набрала нужное количество петель. У меня составляет 12 петель. Больше я прибавлять не буду. Теперь мне нужно довязать до маркера в длину. Также делаю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание, нитью перекрываю первую петлю, вторую петлю пропускаю, начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 11 и последняя 12. Я не прибавила ни одной петли. С этой стороны точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачивая вязание. Первая, вот первая, вторая и третья. 1, 2, 11 и 12. Так мне нужно провязать до предпоследних 4 петель. 1, 2, 3, 4 и с другой стороны точно так же. Я провяжу эти ряды самостоятельно до предпоследних 4 петель и покажу вам следующий этап работы. Итак, я провязала до конца и у меня остались предпоследние 4 петли. Вот эти 4 петли я буду провязывать немножко по-другому. Я буду брать не за полную петлю, а за середину, за заднюю часть петли. Первая соединительная петля. Точно так же из середины петли вторая соединительная петля. Чтобы вот эти передние части, передние долечки у меня остались. И по-прежнему, не прибавляя, начинаю связать с третьей петли.
Точно так же с этой стороны. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание и также с третьей петли, так как мы не прибавляем. Мыса уже количество петель набраны и вяжем только в длину. Последующие 2 петли вяжутся точно таким же способом. Из середины петли провязать до конца маркеров. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Мысик готов. Я довязала до маркеров. И теперь приступаю к вязанию язычка. Язычок я буду немножко расширять, а значит я буду прибавлять петли. У меня сейчас в данный момент 12 петель. Я хочу, чтобы язычок был на 2 петли больше, значит 14. Значит, с каждой стороны я прибавлю по одной петле. 12, 13 и 14. Маркеры больше не нужны. Я их сниму. Язычок у меня будет прямой. И от начала вязания, если считать парами, то будет 11 пар, 22 ряда. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Язычок связала. От начала до конца 22 ряда или парами. 11 пар. Теперь, чтобы язычок выглядел эстетически красивый и законченным, я его обвяжу. Я делаю вот такую удлиненную петлю, пропускаю все свое изделие через нее, вот таким образом, и обвяжу. Делаю протяжечку. Натягиваю очень сильно, чтобы не стянуло вязание. Делается это очень просто. И одновременно эту протяжку буду ввязывать в вязание. Выхожу на вершину, и для того, чтобы перейти на другую плоскость, из этой же петли вывяжу еще один раз. Если вам покажется недостаточно 2 раз из одной петли, можно сделать третью петлю. Вот так. Я довяжу это до конца и покажу вам следующий этап работы. Посмотрите, обвязанный язычок и уже совсем по-другому смотрится красиво. Теперь мне нужно украсить его темно-синей ниткой. Буду это делать с изнаночной стороны соединительными петлями. Вот у меня остался клубок маленький. Мне этого достаточно. По самому краю. Буду это делать свободненько, не затягивая, чтобы полосочка была не такая тонкая. Снутри и внешняя часть. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Приступаю к задней части пинетки. Первый ряд у меня будет укороченный ряд, для того, чтобы немножко поднять пяточку. Начну я его с 6 петли. Буду считать вот от этой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот отсюда. Вот с этой петли я начну вязать. Чтобы язычок мне не мешал, я его загну вовнутрь. Первая петля. Просто закрепляю и со следующей петли начну вязать. Петли сзади я не считаю. Я буду ориентироваться по следующему краю, чтобы у меня осталось последние 5 петель. Хвостик одновременно ввязываю в вязание, подтягиваю, а остатки обрежу. Перехожу на следующую сторону и буду ориентироваться, чтобы у меня осталось последние 5 петель. Вот у меня остались последние 6 петель. 2, 4, 6. Мне нужно, чтобы осталось 5. Вот эта последняя петля у меня будет провязана соединительной петлей. Вытягиваю нить, обрезаю ее и крючком меньшего размера просто прихвачу, чтобы этот хвостик мне потом ввязать в вязание. Вот так у меня получается. Теперь я начинаю вязать полностью от начала и до конца заднюю часть. Так как мы оставляли 4 полупетли, я сейчас в работу запущу 3. Это значит вот первая петля, вторая, третья, четвертая. Первую петлю я оставлю и начну вязать со второй. Вот с этой полупетли. Закрепляющая. Из этой же петли вывязываю полноценную петлю. Вторая петля. Вот это как раз тот вариант, когда петли очень сложно поддеть крючком, которым я вяжу в данный момент. Вот тут можно взять крючок меньшего размера, если вам он необходим. 3 петли подобрала и теперь перехожу на открытые петли. Провязываю 5 петель до укороченного ряда.
Вот дошла я. Вот эта первая петля, так как она неполноценная, ее очень сложно подхватить. Я ее заберу из нижнего ряда, вот из того, которого я вяжу. И вот со следующего ряда я перехожу на укороченный ряд, поднимаюсь в горку. Посмотрите, что получается. Вот на данный момент вот этот подъем виден, но в процессе вязания, когда уже будет полностью связана задняя часть, вот этот укороченный ряд сильно не будет виден, но тем не менее пяточка будет поднята, увеличена. Если хорошо присмотреться, то этот ряд вот он. Вот он. Итак, я довяжу до конца этого ряда, последнюю петлю оставлю, а предпоследнюю петлю провяжу. Так как я делала последнюю соединительную петлю, значит, соответственно, будет по такому же принципу, как с этой стороны. Из нижнего ряда спущусь, возьму петлю и провяжу до предпоследней петли. Мы повстречаемся тогда, когда этот ряд будет готов. Первый ряд связан до конца, ну не считая последнюю петлю, петля подъема, разворачиваю вязание и буду вязать со второй петли. Этим самым я буду убавлять петли на боковинках. Так мне нужно довязать до конца. С этой стороны пропустить предпоследнюю петлю и последнюю петлю провязать. И тем самым я с этой стороны точно так же убавлю петлю, как и с этой стороны. Итак, мы повстречаемся тогда, когда второй ряд, последний, заключительный, будет готов. Второй ряд связан, изнаночный ряд. Теперь я приступаю к вывязыванию трапеции. Это значит, высота у меня вот уже достигнута. Вывяжу трапецию и потом закончу также рядами обвязки, поэтому высота у меня будет достаточно для того, чтобы пяточка, ну и задняя часть ножки не выскакивала с ботиночка. Трапеция состоит из 7 петель. Трапеция у меня не одинаковая, получается не в зеркальном отображении. Она у меня в лицевой части, у меня первая петля будет провязываться как обычно. 1, 2, 6 и 7. Петля подъема. Разворачиваю вязание и с изнаночной стороны я буду убавлять с двух сторон. Первую петлю пропускаю, вяжу со второй петли. 1, 2, 3, 4. Петлю пропускаю и с этой стороны провязываю последнюю петлю. Надо захватить полностью. Петля подъема. Провязываю первую петлю, не пропуская. Предпоследнюю петлю пропускаю, последнюю петлю провязываю. Петля подъема. Петлю пропускаю. Провязываю, петлю пропускаю, провязываю. У меня остается 2 петли. На этом моя трапеция завершена. Вершинка будет состоять из 2 петель. Если посмотреть внимательно, посмотрите, здесь она очень крутая трапеция, а здесь она покатая. Отрезаю нить и закрепляю. Немножко прихватываю. Теперь приступаю к другой стороне. Так как я вязала с лицевой стороны, начинала вязать трапецию с лицевой стороны, я также буду вязать с лицевой стороны. Отступаю 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первая закрепляющая петля. Из этой же петли вывязываю вновь петлю. Два, 3, 4, 5, 6 и 7. И по такой же схеме петлю пропускаю. Петлю пропускаю.
Разворачиваю вязание. Здесь, так как у нас внутренняя сторона, петлю пропускаю. А вот с этого края провязываю полностью все петли, не пропуская. Разворачиваю вязание, петлю пропускаю, петлю пропускаю. Также осталось на вершине 2 петли. Вот эти хвостики можно потом обрезать. Быстренько проведу парочку стежков для того, чтобы мне потом удобнее было обвязывать вязание. Вот что у меня получается. Теперь буду вывязывать вот эту сторону. Интервал будет между передней части трапеции и задней части трапеции 6 петель. Считаем. 2, 4, 6. С 7 петли начинаю вязать. Из этой же петли вывязываю петлю. Здесь у меня как раз пятка, середина. Я вытяну петлю, можно это сделать фактически сразу. Соединю вместе и убавлю одну петлю. Вот я как раз на самой середине убавлю одну петлю и пойду дальше. Два, 4, 6. Это последняя петля. Разворачиваю вязание и буду с каждой стороны убавлять по одной петле. Это значит начинать со второй петли. Первую петлю пропускаю. Одну петлю пропускаю и последнюю петлю провязываю вместе. На задней части я буду трапеции делать одинаковыми, соответственно. Значит, с каждой стороны и в каждом ряду я буду убавлять по одной петле. В лицевом и в изнаночном ряду. Значит, в лицевом ряду я вновь убавляю одну петлю с каждой стороны. С этой стороны точно так же убавляю одну петлю. Разворачиваю вязание, и это последний ряд. Также с каждой стороны убавляю по одной петле. Задняя часть готова. Итак, петли могут быть различные. Интервал начинала 7 петель, интервал 6 петель. Здесь у меня должно было в самом начале быть 15 петель, но я на пятке убавила одну петлю. Этим самым я сделала для себя удобно считать, во-первых, и во-вторых, чтобы пяточка была немножко закругленная. В каждом ряду я убавляла с каждой стороны по одной петле, и закончила я вязание с изнаночной стороны, и у меня осталось в процессе 10 петель. Пятка готова. Точно так же прячу ее, эту нить, чтобы она потом ввязалась в вязание. Просто прихвачу ее. Теперь приступаю вот к этим рядам верхним. Вот эта трапеция как раз. Вот она трапеция задняя. И вот она боковиночка следующая. Теперь я буду приступать вот к верхним рядам. Одни из заключительных рядов. Поэтому я буду уже применять самую первую петлю, которую я оставила. Сначала я обвяжу полностью все свое вязание. Так сказать, подготовлю петли, чтобы они везде были одинаковые. Выхожу наверх. Из верхней петли из одной вывязываю 2 петли. А вот вторая уже петля, она пойдет на спуск. Поэтому здесь уже я провязываю только одну петлю. Вот так. Это несложно. Подобрать все петельки. Здесь точно так же, так как у меня хвостик вот этот остался, я его подбираю как раз по направлению, вот как он лежит, чтобы не было утолщения вязания. Потом его можно подтянуть. Так мне нужно сделать до конца. Я провяжу это самостоятельно. Покажу вам следующий этап работы.
Я обвязала полностью всю заднюю часть пинетки, немножко вытянула петлю, разворачиваю вязание к себе. Вот она, последняя петля, которая у меня осталась. Здесь мы уже ее использовали с этой стороны, а вот тут вот с этой стороны я ее буду использовать с изнаночной стороны. Поддеваю ее, пропускаю через свою петельку и подбираю вместе. Закрепляю. И начинаю формировать уже с этого ряда, с изнаночного ряда петли. Две петли столбик без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 петли столбиками без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, и я на вершине. У меня образованы 2 петельки. Что важно для вывязывания петелек? Не важно, сколько петель вы будете делать, сколько дырочек. Важно, чтобы у вас с каждой стороны было одинаковое количество петель. У меня образовалось 7 петель. Из 7 петель я сформировала 2 дырочки для шнурков. Я провяжу это до конца. Буду ориентироваться по вот этой стороне, где находится у меня последняя или самая верхняя петелька. Это вот тут вот. Поэтому я буду ориентироваться и опускаться так вниз, чтобы у меня оказалось 2 петли столбиками без накида, как я начинала. Я провяжу это до конца, до последней петли, и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, еще один ряд готов. Петельки с двух сторон сформировала. Вновь оставила небольшую петельку. Разворачивая из вязания на лицевую сторону. Петля у меня впереди, а нить с задней стороны, с изнаночной стороны. Вот это первая петля, которая у нас была в работе. Я ее вновь задействую. Пропускаю свою петлю и провязываю вместе. Я просто ее вытягиваю. Я ее не закрепляю и начинаю обвязывать свое вязание, укреплять петельки. Это будет последний заключительный ряд нежно-голубыми нитками, вот именно нитками этого цвета. Так как у меня было 2 столбика без накида, я провязываю 2 столбика без накида, арочку 2 столбика без накида, промежутки между петельками 2 столбика без накида, в арочку 2 столбика без накида. Вверх обвязываю без изменений, так как он идет из каждой петли столбик без накида. Расправляю, и вот что у меня получается. Это последний заключительный ряд голубыми нитками. Потом я буду переходить к украшению, вот к этой темно-синей нитке. Я провяжу это до конца, закрою этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, верх пинетки практически готов. Остается сделать подошву, люверсы, шнурок и вот этот синий кант. Только по этому краю. Кант я буду делать по изнаночной стороне. Вот точно по такому же принципу. Здесь на лицевой стороне стежочки, на изнаночной стороне у меня находятся соединительные петли. Это вы уже умеете, я думаю. Поэтому я на этом долго останавливаться не буду. Первая петля тугая. Тогда придется взять крючок поменьше. И вновь перехожу на основной крючок. Так как это дизайнерская полоска, никакой основной роли, кроме как для красоты, она не играет, но она укрепляет кант. И это важно. Поэтому я делаю эту полоску не широкую и не очень узкую, для того, чтобы не затянуть свое изделие. Средние петельки изделие растянется на ту длину петли, которую вы сформировали. И больше растягиваться не будет. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Ну вот, край пинетки провязан. Я начну с вывязывания подошвы. Я ищу вот эту середину, начало своего вязания. Беру следующую подошву. Ищу точно так же середину вязания. Соединяю их вместе. Намечаю пальцем. Можно это сделать сразу крючком. Вот таким образом. И у меня получается уже подготовка к вывязыванию подошвы. Вывязывать подошву я буду синим цветом.
Идеальный вариант — это когда цветовая гамма идет пряжи чуть-чуть толще, чем само изделие. Я сделала в 3 сложения свои нитки и попробую теперь аккуратненько обвязать свою подошву. Делается это петля в петлю и очень свободно, чтобы дать возможность подошве растянуться, так как она еще новая, не растянутая, чтобы впоследствии, так сказать, она могла дышать, разойтись, то я делаю это свободненькими соединительными петлями полностью по всему кругу. Но так как у меня еще есть вкладыш, я сделаю до окончания закругления, для того, чтобы мне была возможность ставить вкладыш. Я сделаю это самостоятельно и покажу, как я обвязываю уже полностью 2 подошвы с вкладышем. Вот довязала до закругления, до окончания закругления оставила расстояние для того, чтобы вставить фетровую прослоечку. Обратили внимание, я думаю, что я хвостики не обрезаю. Я их просто аккуратненько вкладываю, все равно они примнутся, они никуда не денутся. И вот теперь аккуратненько вставляю свою прослоечку. Очень важно, чтобы она нигде не замялась. Очень важно. Вот здесь вот расстояние, но это не страшно. Это при обвязывании все спрячется вовнутрь. И начинаю обвязывать уже аккуратненько, так как уже прослоечка внутри, закрывать подошву. Так как фетровая стелька, то сложностей больших нету. Она очень мягкая, гибкая, и поэтому удобно пальцем, удобно немножко сгибать изделие, направлять для вашего нужного направления или как сказать, движение. Вот у меня остался небольшой зазор, я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я закрыла подошву, хвостики вывела в одну сторону и теперь выворачиваю вязание таким образом, чтобы мне видно было внутреннюю сторону. Крючком вхожу вот именно в ту петлю, в которой находятся эти остатки ниток. Делаю узелок, сильно не затягиваю, чтобы петли были равномерные. И распределяю по внутренней части подошвы в разные стороны. Отрезаю ненужные нитки и расправляю. Вот что у меня получилось. Внутренняя сторона, внешняя сторона. Посмотрите, как хорошо получилось. Соединительные петли я сделала наверху, чтобы вот этот кант был очень хорошо виден. Но так как у меня 2 подошвы одинакового цвета, то у меня по внешней стороне подошвы вот такие стежочки. Тоже очень красиво и оригинально смотрится. Теперь мне остались люверсы и шнурок. У меня на канале есть вязание такого шнурка. Этот шнурок кругленький, полый шнурок. 2 вида я выставила. Если у вас нет своего варианта, можете воспользоваться моим. Вот у меня 4 люверса и вот такая цанга, щипцы. Очень здорово, что петельки немножко тугие, потому что гарантия уже в том, ну здесь правда и край очень широкий, что они потом не вывалятся. Вот таким образом располагаю и закрепляю. Вот он, лювер, закреплен. Так нужно мне сделать еще 3 штуки. Я сделаю этот объем работы и покажу вам готовую пару. Ну вот, пара готова. Вставила шнурок. Вот посмотрите, как они красиво смотрятся. Как они смотрятся по подошве. Задняя часть. Какой рельефный край красивый. Вот такие получились у меня пинетки для малыша. Я желаю вам хорошего настроения. Желаю вам удовольствия в вязании. Радуйте своих близких, своих детей, своих внуков. Получайте от вязания удовольствие. До свидания, до следующей встречи.